Война. День 342. Ситуация на фронтах. Отдельный полк специального назначения «Азов» стал 3-й штурмовой бригадой «Азов» Вооруженных сил Украины. Полк ССО «Азов» был сформирован на базе подразделения территориальной обороны Киева, которое было создано в начале войны в составе ЗСУ, и его не стоит путать с полком «Азов» в составе Национальной гвардии Украины, который базируется в Мариуполе и оборонял его. Тем не менее, в бригаде «Азов» схожи принципы по тщательному отбору и подготовке солдат, как и в знаменитом полку, а мотивация военных находится на высочайшем уровне, поэтому эту бригаду можно действительно считать элитной. Альянс Свободы. Германия передаст Украине 78 тягачей и 86 полуприцепов для перевозки тяжелой бронетехники. Многие не понимают и недооценивают важность подобной техники в войне, но на самом деле возможность быстро перебрасывать тяжелую гусеничную технику очень важна для ведения маневренной войны, а также сохранения ресурса боевых машин. Также это позволяет экономить топливо, что также сокращает потребность в логистике. Данные тягачи способны перевозить БМП Мардер, САУ Панцергаубица 2000 и танки Леопард. Восток. Россия продолжает обстреливать приграничные районы с целью удерживания там украинских войск. Бои идут на линии Сватово-Кременная, где россияне последние несколько дней атакуют, дабы оттеснить украинские войска от трассы Р-66. И судя по всему, им удалось продвинуться. Так имеются кадры, подтверждающие, что россияне достигли Дебровы, хотя ранее в этом селе были украинцы. На правом берегу Северского Донца бои за Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное. Россияне атакуют, но продвинуться не могут. В районе Солидара появились кадры, подтверждающие захват российскими войсками села Благодатное, что свидетельствует о пересечении ними реки Бахмутка и перерезании дороги Т-05-13 Бахмут-Северск. Таким образом, карман в районе Северска встает еще глубже, что может вынудить ЗСУ отступить для выравнивания линии фронта. В районе Бахмута была отражена атака на Красную Гору. Российские силы продолжают попытки наступления на Ивановское из района между Бахмутом и Клещеевкой. Атаки были отбиты, но ситуация остается сложной, и фронт уже довольно близко к трассе Н-32. Дальше продолжаются бои в районе Авдеевки, но продвижения не произошло. На южном фланге российские войска продолжают отчаянные атаки на Угледар, неся при этом огромные потери. Тут украинские защитники укрепились в небольшом городе с высокой и бетонной застройкой, который окружен открытой местностью. Таким образом, город является по сути крепостью, с которой удобно наблюдать и вести огонь по наступающим по полям россиянам. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, а также правого берега Днепра, в том числе Херсона, но продвижений не происходило. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео адекватными комментариями, лайками, не забывайте подписываться. Также большое спасибо всем, кто поддерживает канал финансово, есть Patreon и можно становиться спонсором на YouTube.